Округ Мейкон, штат Алабама. Город Таскиги. 1932 год. В небольшой сельский район, где почти нет врачей, приезжают сотрудники службы общественного здравоохранения США. Они объявляют, что набирают добровольцев для бесплатного лечения болезни, которой была заражена пятая часть местных жителей. Для бедных фермеров это кажется невероятной удачей. Врачи обещают бесплатную медицинскую помощь, горячее питание и денежные выплаты. Взамен просят только об одном — не обращаться к другим врачам и регулярно приходить на обследование. Соглашаются сотни человек. У них берут анализы, проводят осмотры, выдают таблетки. Но болезнь продолжает развиваться и со временем приводит к серьезным осложнениям. И только через 40 лет становится известно, что лечения никогда не существовало. Таблетки были плацебо. Все это время 600 с лишним человек участвовали в эксперименте, о котором сами даже не подозревали. Врачи сознательно наблюдали, как развивается сифилис без лечения, и делали все, чтобы участники не получили настоящую медицинскую помощь в другом месте. Это не выдумка и не сюжет антиутопии. Это Таскигийский эксперимент. Одно из самых известных и самых скандальных медицинских исследований в истории Соединенных Штатов. Он продолжался с 1932 по 1972 год. И самое страшное — все это время его никто не скрывал. Чтобы понять, как такое вообще стало возможным, сначала нужно понять, каким был округ Мейкон. Это американский юг 30-х годов. Рабство отменили 70 лет назад, но жизнь большинства чернокожих изменилась незначительно. Формально они были свободны, однако земля по-прежнему принадлежала белым плантаторам. Большинство бывших рабов арендовали землю у бывших хозяев и расплачивались частью урожая, годами оставаясь в долгах. По Конституции Алабамы 1901 года голосовать могли только грамотные граждане, платившие специальный налог. На практике это полностью лишило чернокожее население политических прав. Из 700 тысяч чернокожих жителей штата права голоса имели лишь около 3000. Школы и больницы существовали отдельно для белых и для чернокожих, но финансировались совершенно по-разному. На одного белого школьника штат тратил $65 в год, на чернокожего — всего 7. Сам Мейкон был одним из беднейших округов Алабамы. Большинство жителей не умели читать и писать. Врачей не было. Люди лечились травами, домашними средствами и дешевыми ртутными препаратами, которые тогда свободно продавались в аптеках. Именно здесь, в конце 20-х годов, решили изучить распространенность сифилиса среди чернокожего населения американского юга. В среднем по стране болезнь выявляли примерно у 4 человек на 1000 жителей среди чернокожего населения, у 7. Но когда исследователи приехали в округ Мейкон, результаты их поразили. Первые подсчеты показали 360 заболевших на 1000 жителей. Больше трети населения. Позже данные пересчитали, и реальная цифра оказалась ниже, около 20%. Но даже это означало одну из крупнейших известных вспышек сифилиса в Соединенных Штатах. Первоначальный план был вполне обычным — обследовать несколько сотен пациентов, проследить течение болезни, а затем вылечить всех. На все отводили примерно 1,5 года. Но в 1929 году рухнула Нью-Йоркская фондовая биржа. Началась Великая депрессия. Благотворительный фонд, финансировавший проект, потерял все деньги. Средств на лечение больше не осталось. Именно тогда в историю вмешался доктор Тальяферро Кларк, старший статистик Федеральной службы общественного здравоохранения. Там, где другие увидели бы катастрофу, он увидел уникальную возможность для исследования. Сотни людей с сифилисом уже находились под наблюдением, но не получали полноценного лечения. Такой группы для изучения естественного развития болезни почти не существовало. Денег на продолжение исследования уже не было. И тогда Кларк предложил радикальное решение убрать из него самую дорогую часть — само лечение. Вместо того, чтобы наблюдать за выздоровлением пациентов, он решил наблюдать за тем, как болезнь развивается сама по себе. Именно в этот момент обычное медицинское исследование превратилось в один из самых печально известных экспериментов в истории. В конце XIX века норвежский врач Цезарь Бек уже проводил похожие исследования. Он годами наблюдал за больными, не вмешиваясь в течение болезни. Никакого скандала это не вызвало.
Кларк решил, что если это считалось нормой тогда, значит, так можно поступить и сейчас. По законам того времени все было просто. От участников требовалась лишь подпись. Объяснять истинную цель исследования закон не обязывал. Осенью 1932 года помощник Кларка отправился в Мэйкон, чтобы набрать участников программы. Первая попытка оказалась неудачной. Многие жители настороженно отнеслись к приезду врачей и решили, что обследования могут быть связаны с военной службой. Тогда организаторы изменили способ общения с местными жителями. В рекламных материалах стали использовать выражение «дурная кровь». Привычный для того времени термин на американском юге, которым могли описывать самые разные проблемы со здоровьем от слабости и анемии до хронических заболеваний. Для многих жителей это звучало знакомо и понятно. Людям предлагали бесплатные медицинские обследования, помощь врачей, горячее питание и небольшие денежные выплаты. Со стороны программа выглядела как обычная благотворительная инициатива, направленная на помощь бедным жителям округа. Лицом проекта стала местная чернокожая медсестра Юнис Риверс. Ее роль была особенно важной из-за реалий того времени. В 30-е годы на американском юге действовала расовая сегрегация, и многие чернокожие жители практически не имели доступа к нормальной медицинской помощи. Врачи из государственных учреждений часто были для них чужими людьми, а вот местной медсестре, которая жила среди них и помогала их семьям, доверяли гораздо больше. Юнис Риверс принимала роды, знала семьи по именам, бывала у людей дома и десятилетиями сопровождала участников программы. Именно это доверие помогло организаторам удерживать людей внутри исследования на протяжении многих лет. При этом позже стало известно, что она с самого начала знала, полноценного лечения участники не получат. Она участвовала во всех обследованиях, сопровождала пациентов десятилетиями, присутствовала на вскрытиях. И за 40 лет ни разу не сказала людям, что их не собирались лечить. Очень быстро организаторы заручились поддержкой всего округа. Плантаторы сами отправляли работников на обследование, искренне считая, что помогают им сохранить здоровье. Пасторы рассказывали о программе после воскресных служб. Старейшины советовали соседям обязательно записаться. Врачи приезжали прямо на хлопковые поля и проводили осмотры между рядами растений, чтобы люди не теряли рабочий день. Тем, кто соглашался после смерти передать тело для исследования, обещали оплатить похороны. Для бедных семей это было не просто денежное вознаграждение. На американском юге похороны были очень важной частью жизни, но стоили слишком дорого для бедных семей. Поэтому многие соглашались, думая, что хотя бы после их смерти близким не придется платить за похороны. К лету 1933 года организаторы набрали 625 участников. Их разделили на две группы больных сифилисом и условно здоровых. Но очень скоро даже эти правила перестали соблюдать. Если человек из контрольной группы позже заболевал, его просто переводили в группу больных. В результате состав групп постоянно менялся, а сравнивать их становилось все труднее. Исследование постепенно теряло научную ценность. Оно уже не только нарушало все этические нормы, но и переставало давать достоверные результаты. То, что происходило дальше, продолжалось 40 лет. Участники регулярно приезжали на обследования. У них брали кровь, измеряли давление, проводили осмотры, делали уколы и выдавали таблетки. Иногда их приглашали на дополнительные процедуры или просили снова приехать через несколько месяцев. Все выглядело так, как обычно выглядит длительное лечение хронической болезни. На самом деле лечения не было. Таблетки были плацебо или витаминами. Иногда врачи назначали старые препараты на основе ртути либо настолько малые дозы других лекарств, что они никак не могли повлиять на течение сифилиса. Пациенты были уверены, что находятся под наблюдением врачей и получают помощь. Болезнь тем временем продолжала медленно разрушать их организм. Чтобы никто случайно не получил настоящее лечение, организаторы заранее договорились со всеми врачами округа. Медики получили списки участников эксперимента и указание ни при каких обстоятельствах не лечить их, а направлять обратно в программу. Сообщать пациентам, что болезнь продолжает развиваться, было запрещено. Интересно, что большинство этих врачей сами были чернокожими. К середине 40-х годов медицина наконец получила эффективное средство против сифилиса. Пенициллин уже широко применяли,
и болезнь перестала быть смертным приговором. Но для участников эксперимента ничего не изменилось. Им не назначали антибиотик и даже не говорили, что такое лечение вообще существует. Во время Второй мировой войны несколько участников призвали в армию. Военные врачи обнаружили сифилис и собирались начать лечение. Но организаторы эксперимента вмешались. Мужчин исключили из программы лечения и отправили обратно в Тоскиги, где наблюдение продолжилось. При этом эксперимент никто не скрывал. Его результаты регулярно публиковали в специализированных медицинских журналах, которые читали врачи и исследователи по всей стране. В статьях подробно описывали, как сифилис постепенно поражает сердце, мозг, нервную систему, кости и внутренние органы. Публиковали результаты анализов, клинические наблюдения, данные вскрытий и выводы о том, как болезнь развивается без лечения. За 40 лет вышло больше десятка таких научных публикаций. Но никто публично не задавал вопрос, имели ли врачи право сознательно лишать людей медицинской помощи ради этих данных. В отчете 1936 года врачи впервые отметили резкий рост сердечно-сосудистых осложнений. В последующие годы болезнь продолжала медленно разрушать организм участников. К 50-м многие потеряли зрение, страдали от параличей, тяжелых нарушений памяти, психических расстройств и необратимых поражений нервной системы. Сифилис поражал сердце, мозг, кости и внутренние органы, постепенно превращая людей в инвалидов. К концу исследования сами организаторы пришли к выводу, что болезнь сокращала продолжительность жизни примерно на 20%. По официальным данным, не менее 128 участников умерли непосредственно от сифилиса или его осложнений. Болезнь вышла далеко за пределы эксперимента, 40 жен заразились от своих мужей, а 19 детей родились с врожденным сифилисом. Но для организаторов даже это было не финалом. Самые ценные данные, по их мнению, можно было получить только после смерти пациента. Именно поэтому со временем главной целью исследования стали вскрытия. Для этого организаторы договорились с директором университетской клиники Юджином Дибли. Он согласился, чтобы тела всех умерших участников эксперимента обязательно доставляли в университетский морг для исследования. Родственникам сообщали обычную причину смерти. Ученые же получали подробный отчет о том, какие органы разрушила болезнь. По сути, для организаторов эксперимент заканчивался только тогда, когда человек умирал. Все изменил человек, который вообще не был врачом. Питер Бакстун родился в Чехословакии, а после Второй мировой войны эмигрировал в Соединенные Штаты. По образованию он был политологом. После службы в армии он устроился в Федеральную службу общественного здравоохранения. Его работа заключалась в том, чтобы находить людей с венерическими заболеваниями, разыскивать их половых партнеров и убеждать всех пройти обследование и лечение. Каждый день он помогал остановить распространение инфекции. Поэтому то, что происходило в Тоскиге, противоречило всему, чему его учили. Об эксперименте Бакстун узнал случайно в середине 60-х годов. Во время разговора один из коллег упомянул, что в Алабаме уже больше 30 лет наблюдают за больными сифилисом, не назначая им лечения. По словам коллеги, исследование должно было продолжаться до тех пор, пока не умрут все участники и врачи не смогут закончить серию вскрытий. История звучала настолько невероятно, что Бакстун решил проверить ее сам. Очень быстро выяснилось, что все сказанное оказалось правдой. Эксперимент действительно продолжался. Более того, он финансировался государством, а внутри службы общественного здравоохранения считался обычной научной программой. В 1966 году Бакстун направил руководству первую официальную жалобу. Он писал, что исследование нарушает базовые принципы медицинской этики и противоречит Нюрнбергскому кодексу, который был принят после процесса над нацистскими врачами именно для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Руководство создало специальную комиссию. Она рассмотрела обращение Бакстуна и пришла к выводу, что эксперимент следует продолжить. Исследование рекомендовали завершить только после того, как умрут оставшиеся участники и будут получены все необходимые данные. Бакстун не остановился. В течение нескольких следующих лет он снова и снова писал жалобы, требовал пересмотреть решения, обращался к новым руководителям. Но каждый раз получал один и тот же ответ.
Тогда он понял, что изменить ситуацию внутри системы уже невозможно. Собранные документы Бакстун передал журналистке Джин Хеллер. Хеллер не спешила с публикацией. История казалась настолько невероятной, что сначала она несколько месяцев проверяла каждый факт. Она изучила документы, подняла медицинские публикации, связалась с организаторами эксперимента и запросила официальный комментарий у службы общественного здравоохранения. Никто не стал отрицать существование программы. 25 июля 1972 года агентство Associated Press опубликовало расследование Джин Хеллер. Уже через несколько часов материал перепечатали сотни газет по всей стране. Впервые об эксперименте узнали не только врачи и чиновники, но и миллионы обычных американцев. Реакция оказалась мгновенной. Историю обсуждали в вечерних выпусках новостей, крупнейшие газеты каждый день публиковали новые подробности, а в Конгрессе потребовали немедленного расследования. Главный вопрос звучал одинаково по всей стране, как Федеральная служба общественного здравоохранения могла 40 лет наблюдать за больными людьми, сознательно не давая им лечения. Уже на следующий день после публикации Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для проверки программы. Через несколько недель начались слушания в Конгрессе. Стало ясно, что продолжать эксперимент больше невозможно. Для американского общества это стало настоящим потрясением. Страна еще не оправилась после многолетней борьбы за гражданские права, а доверие к федеральной власти уже стремительно снижалось. История Таскиги стала еще одним доказательством того, что государственные учреждения десятилетиями могли нарушать права собственных граждан, не встречая сопротивления. Уже через 4 месяца, в ноябре 1972 года, эксперимент был официально прекращен. Правительство предпочло не доводить дело до публичного судебного процесса, заключило мировое соглашение и выплатило пострадавшим около $10 миллионов компенсации. В 1974-м Конгресс полностью изменил правила медицинских исследований. Именно после Таскиги в американском законодательстве появилось обязательное информированное согласие. Каждый участник эксперимента должен знать, что с ним будут делать и какие риски он принимает. В 1997-м президент Билл Клинтон принес официальные извинения от имени государства. На церемонии в Белом доме присутствовали всего 8 человек. Из 625 участников эксперимента только они дожили до этого дня. У этой истории есть последствия, которые ощущаются до сих пор. Во время пандемии коронавируса в Соединенных Штатах многие представители чернокожего населения отказывались от вакцинации значительно чаще, чем белые американцы. В результате уровень заболеваемости и смертности в ряде регионов оказался заметно выше. Особенно тяжелой ситуация была в тех самых южных округах, где десятилетиями действовали законы расовой сегрегации. Социологи, историки и специалисты по общественному здравоохранению связывают это с тем, что сегодня называют эффектом Таскиги. Для миллионов людей этот эксперимент стал доказательством того, что государственная медицина способна сознательно обманывать собственных граждан. Если однажды государство 40 лет наблюдало за больными людьми, скрывая от них правду, почему ему должны безоговорочно доверять теперь? За десятилетия вокруг этой истории появилось немало мифов. Один из самых распространенных мифов заключается в том, что участников Таскиги специально заразили сифилисом. На самом деле это не так. Все участники уже имели заболевание до начала исследования. Откуда же появился этот миф? Через несколько лет после начала Таскиги в Гватемале провели другое медицинское исследование. Это был отдельный проект, целью которого было изучение инфекционных заболеваний и способов их лечения. Позже выяснилось, что в рамках этого исследования некоторым участникам проводили медицинские процедуры без полноценного объяснения всех деталей и без настоящего согласия. Об этой программе стало известно только в 2010 году. После этого две разные истории начали часто путать между собой. В Гватемале речь шла о том, что исследователи нарушали основные принципы медицинской этики. А в Таскиге проблема заключалась в другом: пациентам годами скрывали настоящий диагноз и не давали возможности получить необходимое лечение. Но Таскиги был не единственным случаем, который позже заставил пересмотреть правила медицинских исследований. В 50-е и 60-е годы в США проводились эксперименты, где права участников иногда отходили на второй план.
В некоторых случаях людям не полностью сообщали цели исследования или возможные риски. Среди участников таких программ оказывались заключенные, пациенты, больниц и другие уязвимые группы населения. Позже некоторые из этих исследований стали причиной серьезных общественных споров и привели к появлению более строгих правил защиты участников медицинских экспериментов. Именно поэтому история Таскиги получила такой резонанс. Она показала, что проблема была не только в отдельных врачах или чиновниках, а в самой системе, где на протяжении десятилетий не существовало достаточных механизмов контроля. Когда правда стала известна всей стране, многие ожидали, что организаторы понесут наказание. Ведь за 40 лет исследования последствия затронули сотни людей и их семьи. Но этого не произошло. Ни один из руководителей эксперимента не оказался в тюрьме. Никому не предъявили уголовных обвинений. Никого не признали виновным в смерти пациентов. История Таскиги. Это не только рассказ о расизме, врачебной жестокости или цинизме чиновников. Это история о том, насколько опасной может стать система, в которой люди перестают задавать моральные вопросы. На протяжении 40 лет десятки врачей, ученых, чиновников и редакторов научных журналов знали, что происходит, и воспринимали это как обычную работу. Не потому, что все они были чудовищами, а потому, что никто не остановился и не спросил, имеет ли человек право превращать другого человека в объект исследования. Напишите в комментариях, что поразило вас больше всего. Что эксперимент продолжался 40 лет? Или то, что все это время о нем знали, но никто не попытался его остановить? Очень интересно узнать ваше мнение.